Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать листик с навязочками. Давайте посмотрим, как наш листик смотрится по лицевой стороне. Так наш листочек смотрится по изнанке. И хочу показать вам варианты выполнения такого листочка. Хорошо видно, навязочка в этом листике выполнена только по одной стороне. Вы можете выполнить навязку по этой стороне или по противоположной. И еще хочу показать вариант точно такого же листика, только хорошо видно, навязочка выполнена не такая объемная. Это сделано за счет уменьшения количества столбиков без накида при навязке. Мы обязательно с вами на протяжении урока рассмотрим и узнаем, как выполняются наши навязки, как можно уменьшить количество столбиков. Для работы нам понадобится пряжа секционного крошения и крючок. Начинаем выполнение нашего листика с одной воздушной петелечки. Выполнили. Далее выполняем еще 2 воздушные. И теперь в нашу первую воздушную петелечку будем провязывать 2 столбика с одним накидом, с общим основанием и общими вершинками. Выполняем первый столбик с накидом незавершенный. И накид, и еще один столбик с одним накидом незавершенный. Теперь все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Выполнили. Далее выполняем 1 воздушную и опять 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом в нашу вот первую воздушную цепочки. Первый столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом и 3 петелечки вместе. Далее выполняем еще точно такой же сегментик. Он начинается у нас с вами с воздушной. Далее еще 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом. Первый столбик незавершенный, второй и вместе все петелечки. Вот мы с вами связали 3 таких сегментика. И нам осталось выполнить еще 2 воздушные, 2 воздушных и 2 столбика с накидом. Выполнили воздушные, еще 2 воздушных и 2 столбика с накидом, с общим основанием и общей вершинкой. 3 петелечки вместе. Мы выполнили 5 таких пучков или сегментов, можно сказать. И далее выполняем 1 воздушную петелечку подъема и выполняем арочку из 6 воздушных. Работу разворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее выполняем 4 накида на крючок. Вводим крючок в наш столбик, точнее под наш столбик, и выполняем первый столбик с 4 накидами. Выполнили. Далее выполняем еще 4 накида на крючок и опять сюда же провязываем еще точно такой же 1 столбик. 1, 2, 3, 4 с 4 накидами. Выполнили. Далее выполняем 2 воздушных. 1, 2. И будем провязывать 2 столбика с 3 накидами. 3 накида на крючок. Опять же вводим крючок уже в следующий сегментик наш. И провязываем столбик с 3 накидами. Первый. И далее второй столбик с 3 накидами.
Готово. Далее 2 воздушных. И далее вяжем 2 столбика с 2 накидами. При этом уже провязываем следующий сегментик. Первый столбик с 2 накидами и второй. Далее опять 2 воздушные. И теперь будем выполнять 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик и второй. Далее 1 воздушная. И будем выполнять 2 столбика без накида. Раз и 2. Далее у нас воздушная петелечка, куда мы с вами, точнее, с этой воздушной петелечкой мы начинали с вами работу и провязывали вот столбики с 1 накидом. Мы вводим в нее крючок и будем провязывать 5 столбиков без накида. Обращаю ваше внимание, немножко петелечку нужно будет подтягивать. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. И если у вас петелечка растянулась, вы ее подтягиваете. Мы выполнили 5 столбиков без накида. И давайте остановимся и посмотрим. Мы выполнили одну часть, точнее основу одной части нашего листика и перешли вот на уже противоположную часть. Выполняем 2 столбика без накида. Раз, 2. Далее воздушная. И 2 столбика с 1 накидом. Раз, 2. 2 воздушные и 2 столбика с 2 накидами. Раз. И 2. 2 воздушные и 2 столбика с 3 накидами. Раз, 2, 3 и 2 вместе. И еще 1 столбик с 3 накидами. Раз, 2, 3 и 2 петелечки вместе. Далее нам остается выполнить 2 воздушные и 2 столбика с 4 накидами. 3, 4 накида. Выполняем. Раз, 2, 3, 4 вместе. И опять 3, 4 накида. И выполняем. Раз, 2, 3, 4. И второй столбик с 4 накидами готов. Далее мы выполняем арочку из 6 воздушных. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И вводим крючок в нашу первую воздушную петелечку подъема, которую выполнили в начале ряда. И замыкаем наш круговой ряд. Вот такая основа для нашего листика готова. И мы можем перейти к выполнению следующего ряда. И для следующего ряда мы выполняем 1 воздушную и выполняем столбик без накида в воздушную петелечку предыдущего ряда. Выполнили. Далее под арочку мы будем провязывать 7 столбиков без накида. Выполняем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И теперь вводим крючок в вершинку нашего столбика, выполняем столбик без накида и приступаем к выполнению навязки.
мы будем выполнять 11 столбиков без накида над этим столбиком и далее 11 столбиков над этим. Берем работу поудобнее и выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Достаточно много, 11 столбиков, поэтому вы провязываете их плотненько-плотненько друг к другу. И переходим на другой столбик. Разворачиваем работу. Опять же берем поудобнее и выполняем. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11. Выполнили. И теперь очень внимательно разворачиваем работу и вводим крючок в наш столбик, вершинку нашего столбика, и выполняем столбик без накида. Вот таким образом. Такая навязочка у нас с вами получилась из 11 и 11 столбиков. Далее мы продолжаем работу и выполняем над арочкой 2 столбика без накида. 1, 2. Выполнили. И теперь вводим крючок в вершинку нашего столбика и будем выполнять 9 столбиков без накида. Опять же плотненько-плотненько столбики лежат друг к другу. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Выполнили 9. И с этой стороны выполняем тоже 9. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. И не забываем выполнять столбик без накида в вершинку нашего столбика, над которым мы только что выполнили столбики без накида. Выполнили. Вот вторая наша навязочка готова. Далее опять 2 столбика без накида под арку, столбик без накида в вершинку столбика. И теперь будем выполнять 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Разворачиваем работу и переходим на следующий столбик. Выполняем опять. Немножко поплотнее. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик без накида обязательно в вершинку столбика. Готово. Далее опять 2 столбика без накида под арочку. Давайте посмотрим. Вот такие у нас навязочки получаются. Опять столбик без накида в вершинку. И далее выполняем 5 столбиков без накида.
над одним столбиком и над другим. Раз, два, три, 4, 5. Разворачиваем работу и над следующим столбиком опять. Немножко я еще подтяну, чтобы вершинка столбика не провисала у нас. Раз, два, 3, 4, 5. И не забываем столбик без накида, вершинку нашего столбика. Выполнили. Далее, теперь очень внимательно выполняем столбик без накида под одну воздушную. И далее выполняем столбики без накида. Раз, два, три, 4. Над следующим столбиком мы выполняем 3 столбика без накида. Раз, два, три. И вот хорошо видно, мы переходим уже на выполнение противоположной части нашего листика. Выполняем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Далее под арочку выполняем столбик без накида и вершинку столбика, столбик без накида. И все навязки выполняем точно так же, только в обратном порядке. То есть здесь мы выполняем по 5 столбиков без накида, далее по 7, по 9 и по 11 столбиков. По этой стороне нашего листочка мы с вами выполнили навязочки точно так же, как и по этой стороне. И прежде чем продолжить работу, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы можете выполнить навязки только с одной стороны. Если вы решите сделать вот такой асимметричный листик, вы выполняете столбики без накида просто под арочки и вершинки столбиков. При этом не выполняете навязочки. И у вас получится вот такой оригинальный, красивый, асимметричный листик. Мы продолжаем с вами работу. И под арочку, после того, как выполнили последнюю навязку, выполнили столбик без накида, вершинку столбика, под арочку выполняем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. И прежде чем приступить к выполнению следующего ряда, давайте посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим изнаночку. Хорошо видно, все навязочки у нас идут только по лицевой стороне. Мы продолжаем работу. Выполняем одну воздушную петелечку подъема и вершинку следующего столбика вяжем столбик без накида. Далее вяжем еще 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее в вершинку следующего столбика мы вяжем 2 столбика без накида с общим основанием. Первый столбик без накида и второй. И далее очень внимательно мы будем вязать столбики без накида. При этом
нам нужно обязательно провязать столбики, выполненные верхушки столбиков предыдущего ряда. И вот хорошо видно первый столбик, выполняем столбик без накида. И нам вот работу надо поворачивать. И вот второй столбик, выполненный вершинку столбика предыдущего ряда. Далее 2 столбика у нас выполнены под арочку. Мы их провязываем. 1, 2. И дальше опять первый столбик и второй. Очень внимательно, не спешите, главное их не пропустить. Далее 2 столбика, провязанные под арочку. 1, 2. И опять первый столбик, провязанный в вершинку, и второй. И далее опять 1, 2. И осталось еще 2 столбика, провязанные в вершинку, первый и второй. Далее мы выполняем 6 столбиков без накида ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием. 1, 2, 3. Выполнили. И далее опять 6 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Хорошо видно, мы перешли уже на противоположную сторону. И опять же первая вершинка, точнее первый столбик и вот второй. Разворачивайте, главное не пропустить эти столбики. Далее опять 2 столбика, которые у нас были выполнены под арочку. 1, 2. И опять вершинки ищем тех столбиков, которые провязаны вершинки предыдущих столбиков в предыдущем ряду. И следующий. Второй. Далее опять 1, 2. Далее опять 1, 2. Далее 1, 2. И осталось нам 1. Еще один столбик. 2. Выполнили. Хорошо видно, вот на вязочке у нас тогда с вами не распадаются и хорошо смотрятся. Далее вершинку следующего столбика мы выполняем 2 столбика без накида с общим основанием. 1, 2. И 6 столбиков без накида ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Давайте остановимся, посмотрим, что у нас с вами получилось. Далее мы выполним маленький черенок в нашем листике.
Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных. Вы можете сделать 9 или 11. Вводим крючок во вторую петелечку от крючка и будем провязывать столбики без накида в каждую воздушную петелечку. Вот у нас последняя с вами петелечка. Провязали столбик без накида. Далее вводим крючок в вершинку столбика без накида и выполняем соединительную. Выполнили. И теперь очень внимательно мы приступим к выполнению рачьего шага. Наш череночек мы уберем, чтобы он нам не мешал, и выполняем одну воздушную. Далее вводим крючок. В данном случае это у нас петелечка подъема. И выполняем столбик рачьего шага. Итак, в вершинку каждого столбика мы будем выполнять столбик рачьего шага. И вяжем по контуру нашего листика. Вот таким образом мы выполняем до конца ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда и выполняем столбик рачьего шага. Вводим крючок в вершинку столбика, откуда мы выполняли воздушную, выполняем еще один столбик рачьего шага и затем захватываем нити первого столбика и подтягиваем нашу петелечку. Наш круговой ряд завершен. Ниточку можно обрезать. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Обращаю ваше внимание, что наш череночек вот смотрится и будет за работой. Таким образом. У нас получился красивый объемный листик с навязочками. Изнаночка нашего листика. И давайте подробнее остановимся на навязках. Я уже говорила, если вы хотите, чтобы ваши навязки не были такими объемными, вы уменьшаете количество столбиков без накида. В данном случае здесь мы делали по 11 столбиков, я уменьшила, сделала здесь по 9. То есть каждый раз уменьшала на 2. Здесь по 9, я сделала по 7. Здесь по 7 я сделала по 5, и здесь по 5 я сделала по 3 столбика. Вы можете регулировать количество столбиков самостоятельно. И опять же повторюсь, можете выполнить асимметричный листик. То есть навязочка у вас будет только по одной стороне. По одной или по другой, как вы хотите. Уже выбирайте самостоятельно. Творческих вам успехов!